Друзья, всем привет! Сегодня подключим GPT к нашему телеграм-аккаунту, чтобы нейросеть смогла сама получать все сообщения, кто нам пишет, и, соответственно, отвечать на них. Также передадим небольшую базу знаний в нашего консультанта, и он сможет ими оперировать. Будем использовать сегодня библиотеку для питона, которую раньше я ни разу не использовал в видео. Это Teleton. Она нужна не для написания ботов каких-либо, как, например, IOgram, а она нужна для того, чтобы управлять конкретно самим аккаунтом Телеграма. Также хочу сказать, если у вас есть задумка для проекта какая-то, и вам нужна помощь с реализацией, то вы можете написать мне в Telegram, и мы с командой сможем вам помочь в этом. Теперь к видео. Сперва загуглим Telegram Authorization, чтобы взять все данные, которые мы будем использовать от нашего аккаунта. Здесь нам нужно будет войти в наш аккаунт и нажать API Development Tools. Там мы должны будем заполнить небольшие данные для нашего проекта. У меня там уже все заполнено, поэтому, чтобы не показывать личные данные, я открывать не буду. Но, в общем, там просто пишем название проекта, для чего он используется, и, в принципе, все. Там мы получаем ID, хэш, то есть все от нашего аккаунта. После переходим в наш конфиг, то есть у нас будет небольшая такая структура проекта будет. Это наш основной файл, там, где будет GPT, обращение, конфиг с нашей личной информацией. А в data у нас будет наши чаты, которые нам написали, у нас будут сохранены ID тредов, но об этом чуть позже. Save user info просто будет сохранять наш файл в формате JSON. Хранение файлов выглядит у нас вот так. Для сохранения используем просто асинхронность и IO-files. Итак, в конфиге, значит, мы заполняем ID, который мы получили от Telegram, и хэш. Дальше нам нужно получить GPT-key, соответственно, из OpenAI. Значит, на OpenAI заходим в наш аккаунт и заходим в дашборд. Здесь у нас есть вкладка API Case. Создаем наш API-ключ. И пока это все. То есть, но эту вкладку нам нужно сохранить, так как мы будем работать еще с ассистентами. И, значит, заполняем, соответственно, и GPT-key. После того, как конфиг сделан, в settings у нас пока ничего не будет. Перейдем к написанию кода. То есть для начала нам нужно писать функцию, которая у нас будет постоянно отлавливать все новые сообщения из аккаунта. Также обязательно добавим импорты все, создадим наш клиент OpenAI, передаем туда наш ключ и также подгружаем файл с нашими чатами и ID-шниками тредов для каждого чата. Далее создаем функцию асинхронную, которая будет получать конкретно наши сообщения. Тут мы объявляем клиент, это уже конкретно идет наш Teleton. Здесь мы передаем имя сессии, ID нашего Telegram аккаунта и хэш нашего аккаунта. Таким образом мы будем перехватывать все сообщения от нашего аккаунта, так называемые ивенты, и будем обрабатывать их. Давайте попробуем. Print MSG. Выведем сообщение, которое мы получим, и, соответственно, добавим запуск. Это пока закомментируем. При первом запуске нас попросят ввести либо токен бота, либо телефон аккаунта, который мы будем использовать. Я передам телефон своего фейк-аккаунта. Все, то есть мы залогинились, теперь у нас есть наша сессия. Теперь можем попробовать перехватывать сообщения. Забыл добавить сам запуск нашего клиента. Сам клиент создал, а запуска его нет. Теперь запустим. Также небольшая правочка, нужно было клиент запускать конкретно уже в самом клиенте, а не после него. Поэтому сейчас можем запустить, и все будет работать. Так, давайте проверим, напишем на аккаунт Ромы. Здесь мы получили сообщение, конечно же. Здесь мы получили также это сообщение, всю информацию по нему и информацию, которую мы видим о пользователе. Сейчас выведем ее и посмотрим. Так, будем делать проверку на то, что это сообщение конкретно от пользователя, а не с канала какого-либо. И здесь будем выводить user ID и текст, который мы получили. Также будем получать информацию от пользователя, который нам писал, чтобы потом сохранять его ID с тредом GPT. Давайте попробуем вывести, перезапустим. И теперь снова напишем. Получаем сообщение от пользователя, наш ID и привет. Сейчас напишем функцию для обращения в GPT. Соответственно, чтобы при получении этого текста мы будем отправлять его в GPT. И наш консультант будет отвечать пользователю, который нам пишет, автоматически. Делаем нужные импорты. Здесь объявляем ID нашего ассистента, который мы будем использовать. Его давайте покажу, где можно взять. Заходим также в дашборд, в наши ассистенты. Заходим в Playground, и здесь вот наша ID ассистента. Его просто берем, копируем и вставляем здесь. Теперь возьмем функцию конкретно к ассистенту. И здесь она немножко большая, но не пугайтесь, здесь ничего сложного. Я брал функцию с форума разработчиков OpenAI и немножко ее переделал конкретно под базовый функционал. Итак, здесь мы будем подгружать наш файл с тредами, чтобы брать ID треда, который мы используем.
конкретно вот здесь. И потом через TryExcept для обработки ошибок делаем сам запрос. Также делаем обработку ошибок, чтобы посмотреть, все ли конкретно у нас проходит. Выводим запрос, который мы отправили, выводим минимальные логи, да, там, что пишем в thread. Здесь создаем thread с сообщениями. Я вроде бы в предыдущих роликах разбирал базовый функционал, как обращаться к ассистенту. Но здесь уже разберем по частям, как это выглядит. То есть здесь мы запускаем наш thread и здесь уже обрабатываем состояние thread. Если наш текущий статус thread не в этом списке, то есть не завершенный, не с ошибкой, не отмененный, то мы делаем запрос. То есть наш thread должен быть в процессе работы. Если вдруг у нас статус, также если нам нужно какое-то совершить действие, если у нас в статусе об этом говорится, то мы делаем определенный запрос для подтверждения того, что мы используем какой-нибудь инструмент дополнительный, там, написание кода или поиск в файле, например. А файл, кстати, мы скоро загрузим. Здесь добавляем время, чтобы каждые 5 секунд это обрабатывалось и делали запросы. Здесь получаем все наши сообщения с thread, и здесь уже формируем конкретно сам ответ, который функция будет возвращать нам и, соответственно, писать пользователю. Здесь выводим этот ответ и здесь возвращаем. Давайте вызовем эту функцию. Здесь уберем комментарий и готово. Здесь оно у нас подсвечивает из-за того, что у нас только один if. Давайте добавим обработчик. Добавим обработчик, чтобы не подсвечивалось ничего. Здесь мы получаем наш ответ от этой функции. И здесь конкретно его обрабатываем, убираем такие значки. Там бывает просто, что если GPT-консультант обращается в файл, то он может какие-то левые знаки добавить. И чтобы они нас не отвлекали, просто уберем их. И все, осталось только писать самому пользователю, который нам написал, наш ответ. Готово. Здесь мы, значит, берем entity, это, грубо говоря, объект пользователя, и мы его будем передавать просто в отправку сообщения. То есть клиент send message, в entity указываем объекта, которому отправляем сообщение, и в сообщении указываем GPT answer, ответ нашего консультанта. Пишем, что сообщение отправлено, и в принципе это все. Сейчас мы сделаем еще базу данных, также с помощью GPT какую-нибудь небольшую, и протестируем. Итак, наша база знаний готова. Возьмем и просто и создадим файл. Базу знаний нашу мы можем сохранить в любом виде, то есть это может быть и PDF-файлы, и word-овские файлы. Мы сделаем TXT, обычный текстовый файл. Теперь переходим в нашего ассистента. Здесь у меня небольшое уже описание есть, название, ну это такие тестовые данные. И здесь мы нажимаем теперь добавить файл и, соответственно, просто добавляем файл. Так, файл загружен, сейчас будем проверять. Так, важный момент. Я пропустил часть кода. Если у нас нету еще, то есть если у нас новый юзер пишет, то нам нужно добавить вот такую часть кода. То есть если у нас такого ID юзера еще нету, то мы создадим thread под него и сохраним наш файл. Делаем просто запрос, просто пишем, какие продукты мы можем купить. GPT нам ответил, и он просто выдал нам список того, какие продукты мы можем купить. Давайте еще заметим, что у нас в базе знаний есть не только продукты, есть сладости и бытовые товары. GPT же нам выдал без сладостей, нет, сладости есть, без бытовых товаров хотя бы. То есть выдал конкретно то, что и конкретно продукты. Давайте сделаем такой запрос, спросим, есть ли что-то кроме продуктов. Вот логи отображаются, все в порядке, никаких ошибок не выбивает. Вот, GPT нам отвечает, что есть не только продукты, но и другие товары. Например, вот бытовые товары, которые также у нас есть в базе знаний. То есть, в принципе, все работает, но если вы хотите, то есть, хороший вариант, который будет работать, вам нужно в базе знаний будет все максимально подробно прописывать о вашем сервисе, все по пунктам, по полочкам, чтобы было все разложено. И конкретное описание каждому товару, цены и так далее. То есть, такую тестовую, у нас тут не так много строк, такую тестовую, то есть, только для примера использовали. Чем база знаний больше и подробнее, тем лучше. Также напомню, что если нужна помощь в написании и разработке проекта, то свяжитесь со мной в Телеграме, мы с командой вам поможем. Всем спасибо за просмотр. Код, я думаю, выложу в своем Телеграме, когда наберется, например, 50 лайков на видео. Все, всем спасибо, всем пока.